Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о попугаях. Но не просто о попугаях, а о попугаях Ара. Что мы знаем о них? Многие их видели и скажут, что это большие попугаи, скорее всего живут в джунглях и раскрашены всеми цветами радуги. И еще у них огромный крючковатый клюв, и выглядит он небезопасно. Это вам не волнистый попугайчик и не Карелла, хотя и о них обязательно будет разговор. Это попугай Ара. И как о таких красавцах не поговорить поподробнее. Поехали! В тропическом лесу утро начинается не с рассвета. Сначала просыпаются деревья. Ночью они стояли неподвижно, тяжелые, мокрые от ночной росы. Но как только первые золотистые лучи солнца пробираются сквозь сомкнутые верхушки деревьев, весь лес начинает шевелиться. Где-то сухо стрекочет насекомое, где-то высоко в кронах обезьяна с треском ломает ветку, а внизу в густой тени тихо шуршит опавшая листва. А потом раздается крик. Громкий, резкий, раскатистый, пробивающий лесную тишину на километры вокруг. Ему мгновенно отвечает другой, затем еще один. И если поднять голову, можно увидеть, как над зеленым океаном джунглей вспыхивают красные, синие и желтые крылья. Это летят Ара. Они не любят одиночество. Над верхушками деревьев проносят свои яркие силуэты целая семья. Птицы сворачивают к пальмовой роще и мгновенно растворяются в густой зелени. Для южноамериканского тропического леса они его полноценные хозяева, неутомимые путешественники и невольные садовники. Ара разносит семена редких деревьев на огромные расстояния, подкармливают почву, помогают растениям осваивать новые земли и каждый день поддерживают тонко настроенную жизнь тропического мира. Ара бывают разные. Самые крупные виды вытягиваются почти до метра в длину, а скромные карликовые ара едва достигают 30 сантиметров. Одни из них выбирают влажные, пропитанные туманом леса Амазонии, другие забираются высоко в Анды. И не только они отличаются размерами и средой обитания. В зависимости от вида ары окрашены по-разному. Огненно-красный, насыщенно-синий, солнечный-желтый и изумрудно-зеленый. И это далеко не все раскраски. Но, пожалуй, главной гордостью Ара остается клюв. Если бы лесные звери носили с собой инструменты, у Ара самым полезным был бы именно он. Клюв объединяет в себя функции щипцов, ножа, молотка и мощнейшего орехокола. Такой клюв без труда раскалывает скорлупу ореха, настолько твердую, что другим лесным жителям остается лишь смотреть на него с завистью. Сила сжатия этого органа невероятна, но еще важнее точность. Птица ювелирно направляет давление в самое слабое место скорлупы. Ара не торопится. Повернул орех, прижал, проверил и хрясь по нему клювом. Скорлупа и разошлась. Внутри питательное семечко. Для Ара это обед, а для ореха конец путешествия. Клюв также помогает карабкаться по ветвям, служа третьей лапой, чистить перышки и защищать гнездо. Если заглянуть внутрь клюва, можно увидеть еще одно анатомическое чудо. Это язык. У Ара он мускулистый, сухой, шершавый, покрытый роговыми сосочками, а внутри него находится настоящая маленькая косточка. Язык помогает филигранно извлекать семена из расщепленных плодов. А еще клюв и язык для попугая – важнейшие органы исследования мира. Новую ветку, неизвестный плод или незнакомый предмет трогает клювом и обязательно пробует языком. Глаза Ара видят мир совершенно не так, как человеческие. В сетчатке птицы находится 4 типа светочувствительных колбочек против 3 у человека. Это тетрахроматическое зрение позволяет Ара воспринимать ультрафиолетовый спектр. Лес для них наполнен скрытыми от нашего взора цветами и световыми сигналами. Спелый фрукт в густой листве светится для попугая как яркий фонарик, а оперение сородичей играет оттенками, о существовании которых мы даже и не догадываемся. На голове у большинства видов есть открытые участки белой кожи, покрытые тонким рисунком из перышек.
уникальным для каждой особи. Эта маска работает как индикатор эмоций. Когда птица взволнована или испугана, кожа мгновенно меняет цвет от притока крови. Рацион ара чрезвычайно разнообразен. Хотя основа меню – орехи и семена, но птицы с удовольствием едят сочные фрукты, ягоды, молодые побеги. В поиске еды стая способна пролетать десятки километров в день, а иногда они поедают насекомых, восполняя запасы белка. Пищеварительная система птицы подстроена под этот тяжелый рацион. У ара высокий уровень обмена веществ, однако в периоды засухи они умеют переходить в режим жесткой экономии, снижая активность. В отличие от голубей или других птиц, у ара практически нет зоба для длительного хранения пищи, зато их мощный мускульный желудок легко перерабатывает самую грубую растительную массу. Для эффективного перетирания твердых семян ара иногда проглатывают небольшие камешки. Они отправляются прямо в желудок, превращая его в настоящую внутреннюю мельницу. Но не только камешки. У этих птиц есть уникальная традиция. По утрам они собираются на глинистых берегах рек. Сначала на обрыв спускается одна птица, за ней вторая. И вот уже сотни ярких попугаев с аппетитом поедают глину. В незрелых плодах и семенах содержится много растительных ядов и защитных токсинов. Насыщенная минералами глина работает как природный сорбент. Она связывает яды в желудке, нейтрализует их и одновременно насыщает организм полезными солями. Еще ара обладают впечатляющим интеллектом, который ученые сравнивают с уровнем развития 4-5-летнего ребенка. Они способны к орудийной деятельности. В природе птицы используют палочки и плотные листья, чтобы выковырять личинок из-под коры. В лабораторных условиях они с легкостью решают сложные логические задачи, последовательно отпирая задвижки ради лакомства. Ара в основном стайные птицы. Семья для ара – это основа жизни. Большинство видов образуют моногамные пары на всю жизнь, демонстрируя удивительную верность. Они вместе кормятся, вместе перелетают над лесом и вместе воспитывают потомство. Когда приходит время продолжить род, пара ищет старое дерево с большим дуплом. Дерево должно расти десятки или даже сотни лет, пережив засухи и бури, чтобы внутри него сформировалась надежная ниша. Родители по очереди высиживают яйца, а затем долго и заботливо кормят беспомощных птенцов. Малыши растут медленно, шаг за шагом осваивая сложную науку жизни. Как удержаться на ветке, как правильно направить силу клюва. И когда молодой ара впервые вылетает из дупла, родной лес кажется ему огромным и пугающим, но рядом всегда парят родители, готовые показать дорогу. Молодые птицы долго остаются рядом со взрослыми, потому что лес нужно еще выучить, где растут пальмы, где созревают орехи, где можно найти воду, где опасно, где находится хорошее дупло. Старый ара знает эти места, молодой еще нет, поэтому молодой летит следом, смотрит, запоминает и учится. Так знания переходят от старых птиц к молодым. В общем, у нас представление об ара кое-какое сложилось, но хотелось бы посмотреть еще какие они бывают. А для этого надо узнать классификацию птиц. На данный момент род ара включает 8 видов попугаев. Представители рода населяют обширный ареал от Мексики до Аргентины, охватывая практически всю Латинскую Америку. И оказывается, видов-то немного, и сейчас мы на них посмотрим. Начнем мы, пожалуй, с красного ара или алого. Красного ара не без оснований называют символом южноамериканских тропиков. В полете эта птица напоминает яркую вспышку пламени над зеленым океаном джунглей. Большинство перьев на его теле имеет огненно-красный цвет, а на крыльях расположилась широкая полоса из солнечной желтизны и синевы, создавая контраст, от которого невозможно оторвать глаз. Ареал красного ара огромен, от южных регионов Мексики до самых глубин Бразилии. В отличие от многих сородичей, этот вид отлично приспосабливается как к густым влажным лесам, так и к более открытым редколесьям. Красные ары образуют моногамные пары на всю жизнь, и их часто можно увидеть летающими вдвоем. А это зеленокрылая ара. На первый взгляд зеленокрылого ара легко спутать с красным, но стоит присмотреться,
и различия становятся очевидными. Главное отличие кроется в названии. На его плечах и крыльях вместо желтых тонов красуется изумрудно-зеленая часть. Кроме того, белая кожа на голове зеленокрылого ара украшена короткими перьевыми строчками глубокого красного цвета. Зеленокрылые ары предпочитают влажные тропические леса Южной Америки. Их мощный клюв способен сокрушить даже те ореховые скорлупы, с которыми не справляются другие виды. Эти птицы ведут спокойный и размеренный образ жизни, но в случае опасности их крики мгновенно поднимают на ноги всю округу. А когда думаешь о тропических попугаях, возможно, первым на ум приходит именно он. Это синий-желтый ара, один из самых узнаваемых представителей своего рода. Его спина, крылья и хвост окрашены в глубокий насыщенный синий цвет, а грудь и брюшко сияют ярким золотом. На подбородке расположено выразительное черное пятно, плавно переходящее в аккуратную зеленую шапочку на макушке. Эти попугаи предпочитают жить в кронах затопляемых лесов, пальмовых рощах и саваннах Амазонии, где их крики разлетаются над водой на многие километры. Сине-желтые ара невероятно общительны и часто собираются в шумные стаи. В дикой природе они питаются плодами маврициевых пальм и твердыми орехами, демонстрируя ювелирную точность при работе клювом. А это солдатский ара, внушительная тяжелая птица с оперением свежесалатового желтого оттенка. На лбу у него горит алая полоса, а длинный хвост переливается от красного к нежно-голубому тону. Этот редкий великан обитает в густых влажных лесах Центральной Америки и севера Колумбии, и его жизнь неразрывно связана с гигантскими деревьями диптерикс, известная как альмендра или горный миндаль. Птицы питаются их невероятно прочными орехами и гнездятся исключительно в дуплах этих старых лесных исполинов. Из-за такой узкой специализации попугай сильно зависит от целостности первозданного леса, оставаясь одним из самых величественных и уязвимых обитателей региона. Его младший брат – малый солдатский ара. Свое необычное название этот попугай получил за характерный военный наряд. Его оперение окрашено в защитно-травянисто-зеленый цвет, который дополнен ярко-алой полосой над клювом и контрастными синими маховыми перьями на крыльях. Малый солдатский ара выбирает для обитания непростые условия. Сухие предгорья и каньоны Анты Мексики. Они часто гнездятся не в дуплах, а в трещинах отвесных скал и каменистых обрывов. Среди своих гигантских собратьев каштановолобый ара выглядит скромным миниатюрным крепышом. Длина его тела едва превышает 45 сантиметров, однако по характеру и поведению он ничуть не уступает крупным видам. Его основной наряд окрашен в сочный зеленый цвет, служащий безупречным камуфляжем в густой листве. Свое название птица получила благодаря темному каштаново-коричневому пятну над самым основанием клюва. Каштановолобые ара обитают вдоль речных берегов, на опушках лесов и в пальмовых саваннах от Панамы до Амазонки. Они невероятно шустрые и подвижные, и в отличие от больших ар, предпочитающих вальяжный полет, этот мелкий попугай летает быстро и маневренно, ловко огибая стволы деревьев. Это крайне общительные птицы, собирающиеся в шумные стайки и активно защищающие свои гнездовые дупла. Уникальный эндемик – красноухий ара, которого не встретишь больше нигде в мире, кроме сухих горных долин Боливии. Его внешность мгновенно запоминается благодаря ярким ярко-оранжевым красным наушникам над ушными отверстиями, алому налобнику и выразительным оранжевым сгибом крыльев, контрастирующим с основным оливково-зеленым оперением. Эти птицы приспособились к жизни в суровых условиях горных полупустынь и кактусовых зарослей. И в отличие от большинства собратьев, они живут не в джунглях, а среди скал и каньонов, где гнездятся прямо в песчаниковых нишах. Красноухие ара питаются плодами местных кактусов, семенами кустарников и колючих деревьев. Они обладают юрким характером, выносливостью к перепадам температур и удивительной любовью к горным ландшафтам. А это синегорлый ара. Внешне он слегка напоминает сине-желтого ара, но обладает уникальной детализацией. Его горло украшает широкая бирюзово-синяя манишка, плавно соединяющаяся с синим оперением щек. Его белая лицевая маска пронизана изящными сине-перьевыми полосками, а общие пропорции тела выглядят стройными и элегантными. Он живет только в Боливии, исключительно в боливийском регионе саванны Мохас. В
конце 20 века диких птиц оставалось очень мало. Казалось, еще немного, и голос синегорлого ара можно будет услышать только в записях. Но люди начали охранять его территории, создавать места для гнездования, разводить птиц, следить за популяцией, и численность стала восстанавливаться. Это одна из тех историй, которые хочется рассказывать, потому что иногда человек умеет не только разрушать, иногда он способен исправить то, что сделал. Но это еще не все. Или правильно сказать, не все. Попугаи ары — это не один единственный род птиц. На самом деле под этим названием скрывается целая группа родов внутри семейства попугаевых, населяющие огромные пространства Центральной и Южной Америки, от влажных лесных дебрей Амазонии до сухих саванн Бразилии и морозных горных хребтов Анд. Каждый из этих родов шел своим эволюционным путем, сформировав уникальные размеры, окрасы и образ жизни. Поэтому ученые со временем их и выделили. Давайте подробнее разберем и посмотрим на них. Кто есть кто в этом пернатом царстве? Это гиацинтовые ара. По раскраске совершенно не похожие на род ара. Главная черта гиацинтовых ара – невероятно глубокий, насыщенный кобальтово-синий цвет оперения, без контрастных узоров. И в отличие от сородичей, щеки гиацинтового ара полностью покрыты перьями. Голая кожа есть лишь вокруг глаз и у основания нижнего клюва. Эти участки окрашены в яркий неоново-желтый цвет. Их клюв обладает колоссальной силой сжатия, позволяющей без труда раскалывать скорлупу твердейших пальмовых орехов, перед которыми бессильны все остальные обитатели джунглей. Еще представители этого рода удерживают звание самых крупных летающих попугаев на планете. Длина их тела может достигать 1 метра, а размах крыльев до 2. Обитают эти синие гиганты в Бразилии, Боливии и Парагвае, выбирая своими домами болотистые угодья Пантанала, саванны Серрадо и края тропических лесов. Не такие большие, как гиацинтовые, род малых ара. Это аккуратные попугайчики, объединяющие 3 вида – горного, красноспинного и желтошейного ара. При длине тела менее 50 см они заметно уступают своим гигантским сородичам, однако полностью сохраняют классический облик группы. Длинный клиновидный хвост, массивный изогнутый клюв и светлую, лишенную перьев, маску на голове. Основным фоном их оперения служит сочный зеленый цвет, на котором разбросаны сложные цветовые акценты. У горного ара голова окрашена в глубоко-синий голубой тон. У красноспинного красуются бордовые перышки на пояснице и брюшке, а желтошейный ара выделяется ярким золотистым воротничком на затылке. Они предпочитают лесные опушки, пальмовые саванны и речные побережья, отличаясь высокой подвижностью, маневренным полетом и сообразительностью при поиске семян и плодов. А самый маленький – синелобый маленький ара, около 30 сантиметров, размером с крупную галку. На лбу синее пятно, на крыльях красные участки, все остальное зеленое. Маленький, да, спокойный, не особенно. Любопытный, еще как. Он исследует все вокруг, лазает, грызет, кричит, общается. Обитает этот подвижный шустрый попугайчик в саваннах и тропических лесах Южной Америки, выделяясь юрким характером и звонким голосом. А это краснобрюхий ара. Одет краснобрюхий ара в нарядный темно-зеленый кафтанчик. Макушка у него с голубым отливом, а на животике горит ярко-красное коричневое пятнышко. Щеки у птицы белые, гладкие, а клюв черный и крепкий, а крылья в полете так и переливают синевой. Ростом этот попугайчик с хорошего лесного ястреба, но по характеру птица дружелюбная и очень подвижная. Живут они большими шумными семьями во влажных тропических лесах от Бразилии до Перу. Целый день лесные летуны проводят за важными делами, перекликаются в густой зелени, ищут спелые фрукты и лакомятся в пальмовых рощах. А когда созревает кукуруза на полях, стая дружно слетается на угощение, попробовать сочных зерен, только фермеры против. А мы поднимаемся выше в горы Мексики. Там живет толстоклювый попугай. Род толстоклювые попугаи, состоящий из толстоклювого и темнолобого попугаев, часто называют толстоклювыми ара. Но это не настоящий ара, он близкий родственник. В отличие от большинства своих тропических сородичей, они выбрали суровые условия – хвойные и сосновые леса на высоте от 1500 до 3500 метров над уровнем моря. Их зеленый наряд дополнен ярко-оранжевыми, красными,
бровями и плечами, а главной адаптацией стал массивный, невероятно широкий клюв. Этот инструмент идеально приспособлен для взламывания сосновых шишек и извлечения питательных семян, основы их рациона. Из-за вырубки старых хвойных лесов эти уникальные горные птицы сегодня находятся под строгой охраной. А это голубой ара. Этот изящный попугай длиной около 55 сантиметров обладает дымчато-голубым оперением, светло-сероватой головой, грудкой цвета морской волны и темно-серым неоперенным участком кожи вокруг глаз. История этого красавчика стала главным сюжетом знаменитых мультфильмов о попугайчике Рио. Печально, но голубой ара признан вымершим в дикой природе. Родиной птицы являются сухие равнины Каатинги в Бразилии. Вид исчез из дикой природы в 2000 году из-за тотальной вырубки галерейных лесов и жестокого браконьерства. Единственной надеждой стали птицы в частных питомниках. Благодаря международным программам разведения, включая работу центров в Бразилии и Катаре, популяцию в неволе удалось вырастить с нескольких десятков до более чем 160 особей. В 2022 году начался долгожданный выпуск птиц на свободу, а уже осенью 2023 года в дикой природе Бразилии родились первые за долгое время птенцы. Когда-то попугаи ара жили на Карибских островах. Самым известным среди островных попугаев был кубинский ара. Он жил на Кубе и острове Хувентуд. Птица отличалась сравнительно небольшими размерами, около 50 сантиметров в длину, и невероятно изящным нарядом. Ярко-красная голова, желто-оранжевая шея и глубокие синие перья на крыльях и пояснице. Вырубка древних лесов под плантацией сахарного тростника и тотальный отлов привели к неизбежному. В 19 веке вид полностью исчез. Последнюю известную птицу добыли в 1864 году. Сегодня о его существовании напоминают лишь музейные витрины с чучелами. Другие карибские виды оказались еще более призрачными. Пуэрториканский ара, обитавший на острове Санта-Крус в Пуэрто-Рико, известен ученым главным образом по костным остаткам. Человечество даже не успело зарисовать его. Мы до сих пор точно не знаем, какого цвета было оперение этого попугая. Аналогичная судьба постигла гваделупского, мартиникского и ямайского ара. Все они исчезли вскоре после появления на островах европейцев. Уязвимые островные экосистемы не выдержали напора разрушения среды и завезенных хищников, навсегда лишив Карибские острова их самых ярких крылатых жителей. Вообще для многих видов красота этих попугаев обернулась бедой. Красивых птиц массово ловят браконьеры, чтобы продавать на черном рынке за большие деньги. Джунгли, где они живут, врубают под поля и застраивают, а старые дуплистые деревья, единственные дома для их птенцов, уничтожают ради ценной древесины. Пожары и засухи делают ситуацию еще хуже. Статистика печальная. Более 50% видов находятся на грани исчезновения. Размножаются ары очень медленно, выращивая всего пару птенцов за раз. Из-за этого природная стая не успевает восстанавливаться, и без защиты эти удивительные птицы могут исчезнуть навсегда. Исчезновение ара – это катастрофа для леса. Ары дают лесу не меньше, чем берут от него. Съедая плоды и перелетая на огромные расстояния, птицы роняют и выделяют неповрежденные семена, давая жизнь новым деревьям. Они, можно сказать, крылатые садовники тропиков. Срубить вековое дерево можно за считанные минуты, не давая лесу ничего взамен. Но чтобы вырастить новое, понадобятся века. Вырубка лесов и браконьерство забирает у этих удивительных птиц дом, еду и будущее. Каждый потерянный вид – это невосполнимая брешь в живом полотне земли. Человеку подарен разум, но, к сожалению, далеко не каждый осознает, насколько сложен и хрупок наш мир. Людям просто необходимо беречь окружающую природу, чтобы и дальше на земле, не только в клетке, были слышны громкие голоса и видны яркие крылья ара над зелеными кронами нашей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.